Вернувшись в 2018 году, произошло крупнейшее зафиксированное в истории активное подводное извержение. По крайней мере, одно из тех, которые мы официально смогли зафиксировать. Ученые отслеживали землетрясения, которые поразили район в западной части Индийского океана у Мадагаскара. В период с 2018 по 2021 год более 11 тысяч землетрясений поразили небольшой остров под названием Майян между Мадагаскаром и Мозамбиком. Самое сильное из них имело магнитуду 5,9. До этого этот район был довольно спокойным. За 50 лет там было зафиксировано всего 2 землетрясения. Помимо обычных землетрясений, там также наблюдались необычные сейсмические низкочастотные гудения, похожие на очень низкочастотные землетрясения, формирующиеся глубоко под землей. Люди не могли почувствовать эти гудения на поверхности, но исследователи по всему миру обнаружили их и поняли, что они связаны с вулканической активностью, приход которой никто фактически не заметил заранее. Произошло нечто странное. Это подводное извержение создало гигантский вулкан размером с небоскреб. Этот новый подводный вулкан оказался около 1,5 раз выше One World Trade Center в Нью-Йорке и почти в 10 раз больше Статуи Свободы. Район, где он появился, исследовали в 2014 году, и тогда он был почти ровным, спокойным и пустым. Теперь же там фактически находится вулкан почти в 8500 футов ниже уровня моря. Вулкан получает свою магму из суперглубокого резервуара, расположенного почти в 34 милях под поверхностью. Это самый глубокий резервуар магмы, о котором нам известно. Земля имеет слоистую структуру, и средний ее слой довольно толще. Он во многом похож на карамель с арахисом. Тот самый мягкий наполнитель, который присутствует в многих шоколадных конфетах. Исследования показывают, что глубоко внутри жидкой мантии Земли, вероятно, находятся куски океанической коры. Они застряли там, создавая большие комки в том, что должно было быть относительно ровным слоем. Наша планета имеет жесткий внешний слой. Он включает в себя горячую верхнюю мантию и треснувшую кору. Горячая мантия движется и бурлит все время, заставляя также двигаться кору на поверхности. Таким образом, океаническая кора погружается в глубины и вызывает подъем огромных столбов магмы к поверхности планеты. Ученые даже обнаружили древний фрагмент Тихого океана в сотнях миль под Китаем. Это остатки древнего дна Тихого океана давних времен, и они были вытянуты вниз под поверхность Земли в зону перехода мантии. Эта каменная плита, которая когда-то была на дне океана, состоит из коры и некоторых твердых частей верхней мантии. Большая часть вулканической активности на нашей планете происходит там, где мы даже не видим ее, под поверхностью океана. Примерно 70% всей вулканической активности происходит в океанах и в основном в районе южной части Тихого океана, где сосредоточено более нескольких тысяч вулканов в этой области. Береговые утесы, изменения в рельефе гор, почвы и отложения, которые выстилают долины, это лишь малая часть горных пород нашей планеты. Океаны скрывают гораздо больше под поверхностью Земли. Между поверхностью Земли и ее ядром находится мантия. Это теплый, вязкий слой породы, который движется и течет постоянно. На несколько сотен миль ниже есть место, где формируются алмазы. В процессе своего образования они проходят через высокие температуры и давление, после чего, в конце концов, замерзают, минералы кристаллизуются. Таким образом, когда они попадают на поверхность, ученые могут исследовать их структуру, выяснить, как они образовались, и лучше понять, что происходит в глубинах нашей планеты. Благодаря алмазам ученые пришли к выводу, что мантия была очень влажной и, возможно, содержит гораздо больше воды, чем все океаны Земли вместе взятые. Наша планета поглощает собственные океаны.
по мере того, как ее тектонические плиты движутся, погружаются и заходят под друг друга, они затаскивают огромные объемы воды в недра Земли. Вода под поверхностью нашей планеты может способствовать образованию магмы и смазывать разломы, что действительно делает землетрясения более вероятными. Вода фактически хранится в минералах. Она включается в кору планеты, когда образуются новые океанические плиты. Они проходят через процесс изгиба и растрескивания, когда соскальзывают под другие плиты, и огромные объемы воды вталкиваются глубоко в кору и мантию. Ученые исследуют область, расположенную в 18 милях под поверхностью. Они понимают, что эти зоны затягивают 3 миллиарда тонн воды, что больше 2 миллиардов фунтов. Любой океан – это как совершенно новый мир. Под поверхностью находятся невероятные пейзажи, великолепные водопады, озера и реки. Под морским дном лежат толстые слои соли, и реки, и озера формируются потому, что морская вода проходит через эти слои и растворяет их, создавая что-то похожее на бассейны. Растворенная соль делает окружающую воду более плотной. Эта вода затем оседает там, что в конечном итоге формирует подводные озера или реки. Но там также есть горные цепи, желоба и каньоны. В Берингом море есть каньон с вертикальным перепадом более чем 8500 футов. Это делает Гранд Каньон в сравнении с ним существенно меньшим. Поскольку подводный каньон почти на 2500 футов глубже, глубокие части океана действительно очень холодны. Температура воды может быть около 40 градусов по Фаренгейту, но на дне вода может становиться кипяще горячей. На морском дне есть гидротермальные выходы. Это те самые горячие источники, расположенные на краях тектонических плит. Температура воды, которую они выпускают, может достигать до 750 градусов по Фаренгейту. Но давление на таких глубинах очень интенсивно. Настолько интенсивно, что ни один человек не может с ним справиться. Тем не менее, именно давление не дает воде закипеть. Средняя глубина океана составляет около 2,3 мили. Световые волны все еще могут проникать на глубину до примерно 3280 футов, хотя в очень малом количестве. Поэтому все загадки, скрытые ниже этой точки, остаются в полной темноте. Реальная освещенная часть океана простирается до 600 футов. Хотя Солнце и дает нам свет, большая часть нашей планеты всегда находится во тьме. Все это происходит из-за океанов, покрывающих более 70% нашей планеты. Самый громкий звук, пришедший из океана, и один из самых громких звуков, когда-либо записанных, возник от ледяного разрушения, ледяного землетрясения. Он был настолько громким, что исследователи зарегистрировали его датчиками на расстоянии более 3000 миль. Там была сейсмическая активность, которая вызвала разрушение замерзшей поверхности. Антарктический ледяной щит больше, чем континентальная часть Соединенных Штатов и Мексики вместе взятые. Огромный айсберг из Антарктиды содержит более 20 миллиардов галлонов воды, что могло бы обеспечить 5-летний запас воды для миллиона людей. Люди в целом могут пить морской лед, хотя соленую воду пить нельзя. Со временем, по мере того, как лед стареет, рассол, заключенный между кристаллами льда, стекает. Так лед становится достаточно пресным, чтобы его можно было употреблять. Если бы все ледяные щиты и ледники на Земле растаяли одновременно, уровень моря поднялся бы еще на 260 футов, что чуть ниже высоты Статуи Свободы, примерно сопоставимо с высотой 26-этажного здания. Моллюски-двустворки живут достаточно долго, чтобы рассказать нам больше о прошлом океана. Древние моллюски могут жить более 500 лет. Чтобы узнать возраст дерева, можно использовать его годичные кольца. Чтобы узнать возраст моллюска, можно изучить его кольца в раковине и определить возраст.
Именно так ученые получают информацию об океане, климате и прочем. Двустворчатые моллюски помогают взглянуть на то, что происходило примерно 1000 лет назад. Теперь у Земли не 4, а 5 океанов. Новый океан, названный Южным океаном, был официально признан лишь несколько месяцев назад. Он граничит с Атлантическим, Тихим и Индийским океанами, поэтому ученые не могли договориться, является ли он по-настоящему новым океаном или просто частью более холодных зон 3 других. Мы делим океаны не только на картах. У каждого свои условия, благоприятные для уникальных морских видов. Например, в Южном океане обитают леопардовые тюлени, касатки, малые полосатые киты, императорские пингвины и другие животные, которые живут в холодных ледяных морях. Там также обитает криль, мелкие существа, похожие на креветок, которые служат пищей для многих более крупных животных. Жизнь на нашей планете зародилась примерно 3,5 миллиарда лет назад. Я сам тогда не был здесь. Точно как и когда это произошло, остается загадкой, но некоторые теории утверждают, что жизнь могла впервые появиться в глубинах океана. Несколько лет назад ученые обнаружили микроскопические трубочки и нитевидные структуры внутри пород, сформированных около 4 миллиардов лет назад. Эти породы – фрагменты древней океанической коры. Также эти крошечные трубочки и нитевидные структуры похожи на микробы, которые все еще можно найти на гидротермальных источниках в глубоких частях океана. Идея заключается в том, что эти живые клетки нашли условия, позволяющие выживать в крошечных пористых участках внутри труб или каменных трубок, тех самых источников, и именно там началось удивительное путешествие эволюции жизни на нашей планете. Землетрясение в Индонезии началось в 1829 году и длилось могущественные 32 года. Оно достигло своего пика в 1861 году и имело магнитуду около 8,5. Причиной было медленное столкновение тектонических плит под островом. Исследователи обнаружили, что это сотрясение накопилось со временем, проанализировав кораллы в этом районе. Они обнаружили, что они периодически оказывались на воздухе, что было вызвано постепенным движением земной поверхности вверх и вниз в результате землетрясения. Ученые называют такие десятилетиями длительные тихие землетрясения событиями медленного скольжения. Одна молния может нагреть воздух примерно до 54 тысяч градусов по Фаренгейту. Это тепло заставляет воздух быстро расширяться, создавая ударную волну или хлопок, который мы знаем как гром. На Земле растет около 3 триллионов деревьев. Это примерно около 422 деревьев на каждого человека. До появления человека их было ближе к 6 триллионам. Почти 70% поверхности Земли покрыта водой, средняя глубина которой составляет около 2,5 мили. 97% вулканов Земли находятся под водой, а также есть срединно-океанический хребет, массивная горная система длиной более 40 тысяч миль. Люди извлекли примерно 190 тысяч тонн золота с планеты. Эксперты прогнозируют, что примерно 20% остается еще для добычи, но эта цифра постоянно меняется. Самый большой активный вулкан в мире находится на Гавайях и называется Мауна-Лоа. Он возвышается более чем на 2,5 мили над уровнем моря. Учитывая, что большая его часть находится под водой, вершина вулкана находится на ошеломляющем расстоянии в 11 миль от основания. Это та же длина, что и более чем 160 футбольных полей. Самая высокая когда-либо зафиксированная температура на Земле составила нестерпимые 136 градусов по Фаренгейту. Она была зафиксирована в Эль-Азизии на территории современной Ливии 13 сентября 1922 года.
Самая низкая температура была леденящая – минус 129 градусов по Фаренгейту, зафиксированная на российской станции «Восток» в 1983 году. Земля – пятая по величине планета в Солнечной системе после Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Она имеет окружность примерно 25 тысяч миль, и среднему человеку понадобилось бы около 8300 часов, чтобы обойти земной шар пешком. Однако разделение суши делает такую прогулку почти невозможной. Земле требуется 365,25 дня, чтобы обойти Солнце. Поскольку в нашем календаре год состоит из 365 дней, мы добавляем дополнительный високосный день каждые 4 года – 365,25 дня, чтобы обойти Солнце, чтобы компенсировать разницу. Россия-7 – самая большая страна на планете с общей площадью около 6,5 миллиона квадратных миль. Она охватывает более 1/8 обитаемой суши Земли, но при этом имеет относительно небольшое население по сравнению со своей площадью. Земля – единственная планета с единственным спутником – Луной. У Меркурия и Венеры нет спутников, в то время как у каждой другой планеты их 2 и более. Земле более 4 миллиардов лет. Ученые вычисляют это, изучая самые древние породы на планете, а также метеориты, которые упали на Землю. Они используют метеориты для датировки, так как они сформировались примерно в то же время, что и Земля, когда формировалась Солнечная система. Почва, по которой мы ходим, по сути является переработанной. Роковой цикл планеты превращает магматические породы в осадочные, затем трансформирует их в метаморфические и снова обратно. Как и Земля, наша Луна также испытывает землетрясения. Они реже и менее интенсивны, чем землетрясения на Земле, и возникают из-за приливных напряжений. Приливное напряжение – это, по сути, взаимодействие гравитационного влияния Луны на Землю и Земли на Луну. Несмотря на то, что Антарктида пятая по величине территория, она содержит 70% пресной воды планеты и примерно 90% ее льда. Бангкок – самый посещаемый город в мире, принявший 23 миллиона посетителей только в 2019 году. В топ-5 также входят Париж, Лондон, Дубай и Сингапур. Нижний слой атмосферы Земли называется тропосферой, и именно она отвечает за погоду. Солнечный свет нагревает поверхность планеты, что заставляет теплый воздух подниматься в тропосферу. Этот воздух затем расширяется и охлаждается по мере снижения давления, опускается вниз, где вновь нагревается землей. Коралловые рифы являются крупнейшими живыми структурами на планете. Некоторые из них даже видны из космоса. Коралловые рифы содержат наибольшее разнообразие видов на единицу площади среди всех экосистем Земли, даже больше, чем в тропических лесах. Название «Земля» появилось примерно 1000 лет назад, и оно происходит от германского слова, означающего «земля» или «почва», но нет точных свидетельств о том, кто именно дал ей это имя. Из всех планет Земля также единственная, не названная в честь греческого или римского божества. Самая глубокая точка в океане – Марианская впадина. Она достигает глубины около 7 миль ниже уровня моря. Берега покрывают около 20% территории США, но там проживает более 50% населения страны. Земля на самом деле не является идеальной сферой. Она скорее похожа на сдавленный шар, который выпячивается по экватору. Самое большое животное на Земле – антарктический синий кит. Он может достигать длины 100 футов и весить до 400 тысяч фунтов, что примерно соответствует весу 33 слонов. Температура в центре Земли примерно равна температуре поверхности Солнца.
почти 10 тысяч градусов по Фаренгейту. Земля примерно в 10 тысяч раз старше людей. Земле около 4,5 миллиарда лет, тогда как люди существуют, по самым большим оценкам, не более 450 тысяч лет. Известно около 34 тысяч видов рыб. Реальное же число намного больше, поскольку около 95% наших океанов до сих пор не изучено. Маршрут 66 в Америке длиннее, чем путь до ядра Земли. Расстояние до ядра примерно 2000 миль. Маршрут 66 составляет почти 2500 миль. Земля состоит из 3 основных составляющих – коры, мантии и ядра, которое разделено на внешнее ядро и внутреннее ядро. Ученые оценили, что на планете существует около 8,7 миллиона видов. Из них от 1 до 2 миллионов – это животные, но примерно 86% наземных видов и 91% рыб еще предстоит открыть людям. Древние астрономы считали, что Земля – центр Вселенной. В течение 2000 лет они верили, что Земля статична, а другие небесные тела вращаются вокруг нас. В 1543 году Коперник опубликовал свою модель Солнечной системы, в которой Солнце находится в центре. Земля является самой плотной планетой в Солнечной системе. Плотность варьируется по разным слоям коры, но средняя плотность планеты составляет чуть более 3 унций на кубический дюйм. Гора Эверест – самая высокая точка на планете. Ее вершина – самая высокая точка по высоте над уровнем моря, примерно 5,5 миль. Каждый год на Землю падает 1 септиллион кристаллов снега. Это триллион триллионов снежинок. Снег покрывает примерно 31% сухопутной поверхности Земли каждый год. Из всей воды на Земле только около 3% является пресной водой. Остальные 97% солюмететнов соленые. Из этих 3% примерно 2% заморожены в ледниках и ледяных щитах. Таким образом, менее 1% пресной воды планеты действительно находится в озерах, реках и подземных водоносных слоях. Самым большим внутренним водоемом или озером для нас, обычных людей, является Каспийское море. Его площадь составляет 140 тысяч квадратных миль. Самым глубоким озером в мире является озеро Байкал в России. Его глубина – 5300 футов. Атмосфера Земли примерно на 78% состоит из азота и на 21% из кислорода с небольшими количествами водяного пара, диоксида, углерода и других газов. Не считается, что какая-либо другая планета имеет такое же количество кислорода, что объясняет, почему на Земле обнаружена жизнь. Помимо Луны, у Земли есть 2 астероида в коорбитальных орбитах. Иногда их называют вторыми луной Земли – 3753 Керру. Астероид, который выглядит так, будто следует за Землей по орбите, но на самом деле он следует собственной траектории вокруг Солнца. 2002 А29 – другой астероид, который совершает подковообразную орбиту вокруг Земли и сближается с планетой каждые 95 лет. На этом все на сегодня. Если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями.